О трудоустройстве и о курсе рубля. Вы сразу скажете, какое имеешь ты отношение к курсу рубля? Я скажу, так гривна имеет отношение к рублю. Не знали? Я сам не знал, потому что вот вчера, допустим, Порошенко рассказал, ну так хлестко сказал. Тот, кто говорит, что санкции неэффективны, пусть посмотрит на курс российского рубля. Это он сказал. Это он в интервью Bloomberg сказал. Все, рубль лежит. Ха-ха-ха. При этом по всем украинским новостям, я считаю, рубль лежит, класс, есть же. И вдруг внезапно. И получается, что примерно одинаково. Начинает падать курс, падает и гривна. И сегодня Национальный банк даже сделал заявление о том, что действительно такая связь есть, что падение рубля сильно влияет на курс гривны. Я не поверил этому человеку. Быть такого не может. Не мог Нацбанк сделать такое заявление. Минфин сделал. Глава Министерства финансов Яресько заявила о влиянии обвала рубля на курс гривны. Гривна обвалилась, потому что рубль обвалился. Хотя Яресько сказала, что все нормально. Сейчас получим очередной транш, ну еще называют помощь. Помощь. Это не помощь. Это кредит, который возвращать вашим праправнукам. Я не думаю, что правнуки рассчитаются. Праправнуки, возможно. Так вот, мне это все видится. Знаете, сидит группа обезьян. И под постоянный крик СМИ о том, что смотрите, смотрите, эта ветка уже почти сломана. Уже трещина пошла. Да есть же, скоро эта ветка грохнется. Есть же. И эти все обезьяны сидят на этой же ветке. Ну, иначе я не нахожу объяснения никакого. Мы же все так радовались падению курса рубля. Смотрите, рубль лежит. Рубль вставай с колен. И все смеялись так сильно. И вдруг сегодня внезапно оказывается, что гривна рушится. И ее сейчас, этот пожар сейчас тушат золотовалютными резервами. Чтобы вы просто знали, чем тушат. И вдруг выясняется, что это все взаимосвязано. И гривна падает из-за рубля. Как же так? У меня в связи с этим есть предложение. Смотрите, дешевле обойдется это все. Я знаю, что в зоопарке, надеюсь, что они еще живы, была горилла такая, большая-большая горилла. Так вот, вместо президента можно посадить эту гориллу. Во всяком случае, она будет более покладистой и глупостей говорить не будет. Вместо министров пойдут, ну, я не знаю, макаки. Нормально. А чего нет? Какая разница? Что, они что-то решают, что ли, в этой жизни? Ничего они не решают. МВФ решает. Ну, а мартышки, судя по украинским СМИ, уже трудоустроены.